Так, аденоиды. Вообще у нас лимфоциты, да, то есть защитные клетки, вырабатывают лимфоузлы. У детей лимфоузлы чаще всего увеличенные, потому что у них организм еще слабенький, да, и у них лимфоузлы не справляются. И для того, чтобы вот они справились, компенсаторно организм их увеличивает. Типа больше лимфоузел, больше выработает, да? То есть больше фабрика, больше будет там чего-то вырабатываться. И поэтому у детей очень часто лимфоузлы везде увеличены по сравнению с нами. Вот у нас, если пощупаешь, нет лимфоузлов, да? А у детей, особенно маленьких, шейные лимфоузлы, вот у себя пощупайте, здесь у вас ни одной шишечки нет. А если вы возьмете ребенка, вот у него здесь целая куча, вот, если посмотреть, шишечки, у некоторых даже вот увеличенные, до 12 лет. То есть вот это вот состояние длится у ребенка до 12 лет. Аденоиды – это тоже лимфоидная ткань, которая нарастает у детей, которые часто болеют. И если мы не поможем организму выработать, а что тут происходит? У него лимфоциты-то вырабатываются, но они неполноценные, понимаете, они работают плохо. Вот, и поэтому вот увеличивается, чтобы больше выработать, а увеличенные измененные лимфоузлы опять неполноценные вырабатывают. И когда мы такому ребенку даем детский кальций, цинк, кардицепс, у него лимфоциты становятся, помните, мы о чем с вами говорили, модулируются, да, становятся полноценными, и у него нет необходимости иметь лишнюю лимфоидную ткань. И организм, когда в это вникает, вот он месяц-два смотрит, да, а у него все пошло нормально. Ребенок, достаточно ему тех лимфоцитов, которые у него есть. И оно начинает само по себе уменьшаться. К 12 годам у детей вообще аденоиды уходят сами по себе. Ошибка – оперировать. То есть мы вот эту компенсаторную реакцию организма оперируем. Понимаете? То же самое, кстати, с миндалинами. Они тоже потихонечку уходят. И когда мы их убираем, вся инфекция идет дальше, потому что ворота убрали, понимаете, в которых это все застревало и которыми это вылечивалось. Аденоиды убирают в тех случаях, когда на самом деле они уже до такой степени огромные, когда организм переборщил, да, и ребенок вообще не может дышать носом, то есть у него рот все время открыт. Вот если он не закрывает вообще рот, он все время открыт, а дутловатое лицо, если он очень сильно храпит ночью, да, и спит постоянно с открытым ртом, тогда аденоиды можно убрать. Вторую степень не надо. При второй степени, если там первая, вторая, вообще достаточно чая с детским кальцием. При второй степени можете добавить кардицепс. Даже при третьей, четвертой степени можете кардицепсом, хотя бы вот месяц-два подавать, да, чай, детский кальций, кардицепс, могут уменьшиться аденоиды. Вот если 3-4 степень от кардицепса не уменьшилась, тогда на операцию соглашайтесь. 4 года, если вы его берете, да, через 2 года у него опять придется. Ему опять придется идти на операцию. А вы знаете, что такое операция для ребенка? Это психическая травма, да, страшнейшая. И вы его туда несете, да, он вам никогда в жизни подсознанием это не простит, понимаете? А если после такой операции у маленького ребенка начинается храп и дышит с открытым ртом? У него опять пошли аденоиды. Дайте ему чай с детский кальций, кардицепс. Просто это не выход операции. А если просто храпит ребенок? А что он дышит или носом? Что, постоянно храпит? Сколько ребенок? Это уже не ребенок, это уже взрослый. Нет, поверните на бочок, он не будет храпеть. Но с аденоидами ребенок храпит на любом месте. А вот еще, кстати, ладно, заговорим об этом, мы вчера просто это не разобрали. От чего возникает храп, да? Это дряблые мышцы. Понимаете, когда человек лежит на спине, вот эти дряблые мышцы перекрывают, и человек храпит. Интересная закономерность, начинает человек пить кальций, да, кальций же у нас гибкость мышц усиливает, храпеть перестает. Понимаете? Я убедилась, в общем, на близких. На ком убеждаются, да? То есть, если человек храпел в любом положении, вы знаете, с возрастом, да, просто это вот они уже, когда человек, особенно в 60, они все храпят, замечали? Толстые, худые, да, бабушки, дедушки все храпят, потому что мышцы дряблые. И храпят в любом положении. Если еще, как говорится, вот обычно нормальный человек на бок лег и не храпит, да, эти во всех положениях. Вот после приема биокальция у меня все эти бабушки стали храпеть только на спине. Вот на спине лежит, храпит, на бок повернись, все нормально. Красота, спать можно. Всем рядышком.